Ребята, всем привет, это Саша Сова, преподаватель вокала! У меня новости. Я поучаствовала в сербском музыкальном телепроекте iDJ Pepsi Show. Это молодежный телепроект, и хоть я не совсем молодежь, и я все-таки туда прошла. Хотела бы вам рассказать про свой опыт, рассказать, как это было, кастинг в Сербии, как я его прошла и что в итоге со мной случилось. Сразу могу сказать, что я могу быть достаточно эмоциональна в этом видео, так как я до конца еще этот опыт не пережила, не приняла, я пока что отказываюсь его принимать. Тяжело себя не просто чувствую по этому поводу, потому что очень большой клубок эмоций завязан, и очень много эмоций я дала впрок. Но давайте разбираться. На самом деле, вы могли видеть какие-то мои шортс еще весенние, когда я говорила, что я поучаствовала в кастинге, сходив на Тиндер-свидание. Это у меня было такое первое свидание. Ну, на тот конкурс, кастинг, он называется «Звезда Гранде». Это сербский очень большой музыкальный проект. В Сербии нету вот этих вот, знаете, как The Voice, X Factor, вот это все здесь нет, здесь свои проекты, они достаточно крупные, свои форматы. Вот проект Звезда Гранде идет 9 месяцев, там набирается большое количество участников, проект iDJ Pepsi Show идет около 3 месяцев, 4, если я не ошибаюсь, и вот раз в год, насколько я знаю, он повторяется. На Звезды Гранде ходила просто там живая очередь, мы пришли, где-то было около 400 человек. Теперь я уже понимаю, кстати, почему меня туда не пропустили. Я сейчас объясню, почему. Там немножечко другая история проходит кастингов. Как проходил кастинг на сербский музыкальный телепроект? Это, кстати, аналог X-Factor, но очень сильно с уклоном в сербский вайб. Там была живая очередь, поэтому я приехала чуть пораньше. С собой предусмотрительно захватила воду и легкую еду, потому что опыт кастингов у меня большой. Ты можешь ждать целую вечность. Я быстро получила свой номерок и попала в первую десятку выступающих. Никакого предварительного отсева по комнатам не было, нас сразу вывели в студию, сразу же началась съемка. В зависимости от номера нас сажали ближе или дальше к сцене. Потом выстроили в ряд возле микрофона, и мы по очереди пели свои песни. Каким же шоком для меня было, когда первый участник запел под минус. У других участников я спросила, а куда вы отдавали свои минусовки? Оказалось, что никуда не надо отдавать. Жюри сами включают минусовки песен, которые мы указали в анкете. И они в реальном времени могут менять тональность. Что ж, современно. Спойлер, моих минусовок у них не было, даже сербских. Но больше всего меня удивила атмосфера этого кастинга. Это был самый релаксный кастинг в моей жизни. Все пели песни, все друг другу подпевали. Жюри тоже постоянно танцевали, и в какой-то момент это превратилось все в какой-то хор и дружескую посиделку. По студии можно было шататься, ходить туда-сюда, главное не лезть в кадр. Результаты кастинга сразу не говорят, нужно ждать звонок. А в iDJ Show был онлайн-отбор. И вот онлайн-отбор я прошла, и прошла первый тур, второй тур, в общем, сейчас буду все рассказывать. В Сербии очень интересная система кастингов, очень сильно отличается от российской. Я проходила много российских кастингов, я думаю, что очень многие артисты, очень многие вокалисты ненавидят кастинги за токсичность, за то, что нам бьют в нашу главную боль, это в боль непринятия нас, да, для творческих людей непринятие мы воспринимаем чуть тяжелее, чем другие люди, чем обычные нормальные среднестатистические люди, то есть мы можем, мы продолжаем жить свою жизнь, все в порядке, все хорошо, но нам тяжелее чуть-чуть это переживать, да, и мы получаем больший спектр эмоций. Вот так это работает. Это не хорошо, не плохо, просто вот так. Если честно, если бы я в своей стране, наверное, я бы уже не ходила так активно по кастингам, я уже не ходила, потому что в России уже какое-то время назад, до моего отъезда, мне уже, в принципе, проекты писали сами и говорили, что давайте, может быть, вы попробуйте поучаствовать. Это никогда ничего не значит, это никогда не значит, что тебя в итоге этот проект возьмут, даже если тебе сами пишут, но как будто бы уже ты по-другому себя ощущаешь, а здесь ты никого не знаешь, и не знаешь никого из индустрии, не знаешь артистов местных, ни с кем не знаком, не знаешь местных музыкантов, и хочется какого-то комьюнити. И вы знаете, последние месяцы я прямо умирала от отсутствия музыкального профессионального комьюнити, от каких-то вот этих профессиональных тусовок, даже не от отсутствия концертов, а вот от того, что в моем окружении нет людей из моей сферы, в моем окружении нет нормальных съемок, в моем окружении нет нормального качественного продакшена, и как бы я хочу этого, мне кажется, вселенная настолько вот мне послала вот эти вот варианты, да, посмотреть, я, не сильно верю вот в эти вот вещи мистические, но тем не менее, я когда узнала об этих кастингах, я ломанулась просто жестко, и я очень хотела туда попасть, потому что я не могу найти себе место, я реально не могу.
Получается, что мне ничего не ответили со Звезды Гранды, но опять же, почему? В Сербии есть такая история, что не все песни мы можем петь на кастинге. В Сербии очень часто кастинг транслируется сразу на ТВ. Именно вот моменты отборов участников, даже если эти отборы уже после онлайн-отборов. То есть, допустим, если в России, когда меня 4 раза звали на шоу «Голос», ты сначала проходишь онлайн-отбор, потом ты проходишь черную комнату, вот эту, где все продюсеры и редакторы сидят, и потом ждешь. Либо тебе сразу говорят нет, либо ты ждешь, да, это будет или нет, да, то есть тебе в итоге звонят, либо тебе могут сказать да, а потом сказать нет, такое тоже бывает. Здесь такого нет, здесь если тебе сказали да, то, скорее всего, это да. В Звезды Гранды они ничего не говорили, а в IDG Show они говорили, что если тебе ставят 3 да, 100% да, если тебе ставят 2 да, то продакшн будет решать, команда. Получается, что здесь авторские права на песню, я так понимаю, что, скорее всего, не все мейджор-лейблы есть в Сербии, может быть, их вообще нет. Они, скорее всего, мейджор-лейблы есть в Европейском Союзе, то есть, например, на Балканах, где-нибудь в Хорватии или, может быть, в Болгарии, но в Сербии нет. Я вижу, что The Voice есть в Болгарии и, по-моему, есть в Хорватии, я точно не знаю. Но, в общем, в соседних странах балканских, но в Сербии этих вещей нет, соответственно, петь какие-то англоязычные песни нельзя. Да, вот что со мной случилось на Звезды Гранды, это то, что я не знала об этом. И еще один очень интересный прикол: в Сербии на кастингах нельзя особо петь акапелла. Я считаю, что это плюс, я считаю, что это хорошо. Почему? Потому что можно создать, нормальное, полное впечатление от артиста, да, то есть я не знала об этом, когда я шла на Звезды Гранды, я просто шла посмотреть. Я говорю, я буду петь песню такую-такую-то, типа там AC/DC, они мне говорят, ты можешь, я спела, но они говорят, ты не можешь это петь, мы не можем это транслировать. То есть меня туда не позвали просто потому, что я не знала правил, и я не знала, что они должны включить эти минусовки, и потом я взяла еще другую сербскую песню, они мне сказали, мы не можем ее транслировать. Типа, не на все песни, даже сербские, есть у каналов, а это сразу телеканалы, это сразу трансляция, есть разрешение на трансляцию. Вот здесь началась история моего фейла такого небольшого на IDG Show, на IDG Pepsi Show. IDG Pepsi Show — это более молодежный формат, это формат, основанный на соцсетях, то есть они следят за тем, как на участников реагируют в соцсетях, то есть типа а-ля песня на ТНТ у нас в России. Seka je dominantna, transparentna, iskrena, jaka, jako volim što nam se pridružila. Kad je Nataša došla prve sezone, odnela je pobedu. Možda može se desi da tako bude i ovaj put sa Svetlanom. Ja ću se radovati ako bude tako, a najviše ću se radovati ako nađemo novu zvezdu. A možda bude i kod mene, nije loše. Dok se oni otimaju, ja ću odabrati najbolje. IDJ Pepsi Show. И когда меня отобрали, они прислали, что вы будете петь, свои кавера или вы будете петь свои песни. Я написала 10 каверов, и в Сербии немножечко есть проблемы с организацией, и я спросила, а что делать с минусовками? Они говорят, если мы имеем право на ваши минусовки, это хорошо, что я отправила смс-ку на самом деле, а то бы я вот так и пришла, знаете, петь, что попало. Я бы ничего не спела, друзья. Они мне говорят, если мы имеем право на вашу минусовку, на вашу песню, значит, мы можем вам ее поставить. Я говорю, а там вся песня англоязычная. Он такой, мне пишет редактор, что нет, ни на одну англоязычную песню мы не имеем права. Боже, тут началась паника, потому что я очень ответственно отношусь к кастингам, мне всегда очень хотелось бы побывать на каком-то шоу, я не знаю почему, может быть это мое фанатство по какой-то фабрике звезд в свое время, еще что-то, но мне прям очень хотелось, плюс я человек такой, знаете, достаточно имеющий низкий уровень энергии, мне иногда пишут, что Сова там нерегулярно ведет блог, еще что-то, у меня действительно очень низкий уровень энергии, я
слабый энергичный человек. То есть, что вы видите вот это вот моё, это все, да, но я достаточно меланхоличный человек, я достаточно такой грустный человек, да, я не гружу там особо никого, но я, блядь, депрессивная, да, давайте так. И это мой личный какой-то вот мир, и он не распространяется сильно на других людей, то есть я не гружу никого там особо своими проблемами, ну, только какой-то, может быть, узкий круг людей, да, там какой-то слишком узкий, там, 1-2 человека, и то это часто даже там не какой-то мой партнер или еще что-то, нет, это вот прям, не знаю, какая-то близкая подруга, да. Это мой личный ад, в котором я живу. Я очень чувствительный человек, да, для меня все чувствуется очень тяжело, очень сильно, и я даже этот опыт не могу, он классный же опыт, вы представляете, да, он крутой, я сейчас вот вам рассказываю, но мне тяжело его переживать, даже если он положительный. Короче, я прохожу, я узнаю, что нельзя петь кавера, и я пишу своему звукорежиссеру, а у меня же, вы знаете, есть своя музыка, и да, я какое-то время не выпускала ее, но все равно она у меня есть, вы можете посмотреть, у меня есть плейлист с моей музыкой, также есть на всех музыкальных площадках моя музыка, и готовится новая музыка даже более того. Даже когда кавера выбирала, я хотела что-то с расщеплением использовать, да, даже вот что-то, если попсовое или R&B-шное, или около-роковое, я хотела что-то вот все-таки показать свою идентификацию, как-то себя идентифицировать и все-таки показать, что я рок-артист, даже если я там где-то, знаете, вот, даже если я где-то переподстроюсь под формат, я все равно хочу дать намек на то, что все-таки я расщепляшка. Я даже когда подавала свою онлайн-заявку, я сказала, что я хриплю, сиплю, я расщепитель, да, то есть для меня это важно, и я, в принципе, строю свой образ на том, что я расщепитель. Я это делаю хорошо, и я делаю это много лет, у меня куча своих обучений, вот сейчас у нас тоже стартует очень-очень скоро обучение, все ссылочки будут в описании, как попасть на это обучение и так далее по рок-вокалу, да, это когда вот мы хотим легкую хрипотцу, когда мы хотим немножечко такой экстрим-вокал, такой distortion, и у нас, кстати, будет 3-дневный такой марафончик, такой distortion warm-up, мы его назвали, с заданиями по рок-вокалу на каждый день в подарок, поэтому, пожалуйста, переходите, смотрите. В целом это сработало, меня позвали, и я написала своему звукорежиссеру, говорю, скинь мне, пожалуйста, с моими бэк-вокалами, пожалуйста, скинь мне мою минусовку «Смоет рекой», у меня есть песня «Смоет рекой». На что мне мой звукорежиссер говорит, а я в отпуске. И у меня начинается паника, потому что у меня есть мой компьютер, я начинаю искать, может быть, у меня есть где-то эта минусовка, а песня вышла давно, да, то есть мне начинает быть стыдно, что я артист, у меня нет моих минусовок, я начинаю ее искать, и я не могу найти, и потом самое обидное, что мой саунд-продюсер, он просто слегка просмотрел свои файлы, все-таки она была у него, но он просто, ну, в общем, не увидел ее сразу на облачных дисках, но у него с собой, в общем, не было компьютера, он уехал в другую страну, без компьютера. В принципе, это окей. Я никого не осуждаю, такое бывает. Но что? У меня началась паника, друзья. Я впала в коматоз, и вы могли в запретграмме видеть мои истории, что я срочно ищу звукорежиссера, саунд-продюсера, кто восстановит мне минус. Мы задавили нашу минусовку «Смоет рекой». Это получилось отвратительно. Это получилось просто ужасно, друзья, это получилось супер как-то мерзко, неприятное вот это качество минуса. В общем, откликнулся Олег Изотов, я думаю, что люди, которые в русскоязычной метал-сцене что-то знают, они знают, кто такой Олег. Олег — это очень классный, достаточно известный саунд-продюсер, и он откликнулся и сказал, ну давай мы тебе что-то, как-то поможем, что-то сделаем, как-то перепишем. Он просто потратил кучу времени на это, он там дописал мне гитары, он дописал мне какие-то к этой задавке сверху, он все переделал и привел минусовку в какой-то просто божеский вид, что я смогла, у меня по-прежнему вот слезы от этого всего, как я переживала, я реально не спала, я не знаю, почему я так себе, то есть, вот все тебя ставит в ситуацию, ты не можешь петь, песни, в которых ты уверен, ты поешь свою песню, просто еще понимаешь, что формат этого конкурса это такое, знаете, рэпчина, попса,
и ты понимаешь, что, блин, ты опять окажешься неудел. И вот это неудел, оно чуть-чуть, знаете, вот оно на меня давило, хотя это было ошибочно. Друзья, это было, блядь, ошибочно. Это самое неверное умозаключение, которое я приняла, и я этот урок до сих пор прохожу, что не было ни единого подтверждения тому, что меня кто-то не примет вот в этом своем рок-виде, в каком я шла. То есть у меня была изначально полная уверенность в том, что я не пройду, а я прошла. И мы с этой минусовкой, я выхожу, что я еще сделала? Я перевела песню на сербский, и я спела один куплет на сербском, один куплет на русском. Есть у меня в Сербии такая замечательная знакомая Катарина, она неплохо понимает по-русски и может адаптировать тексты, и она помогла моему вот коллеге Диме, и он мне посоветовал Катарину, и я была очень довольна ее работой, она хорошо перевела текст. Мне поставили 2 «да» и 1 «нет», но была полная уверенность, что меня пропустили, то есть я вот прям почувствовала, что им понравилось, они, конечно, ели. Я знаю Sex Machina, like this guy. I know. Да, я всех посмотрела, но я не знала их до того, как я только Джорджи знаю. Если честно, запись, постпродакшн записи был сделан очень слабый, там нету никакого вот выравнивания по звуку, там ору я, минус тихо, было очень тихо, минусовка играла из напольных мониторов, она была очень тихая в самом пространстве, и немножечко приходилось прислушиваться, поэтому где-то есть там фальшь какая-то, еще что-то, но если вот взять, что это просто звук с пульта, то это хорошее, нормальное выступление, с учетом того, что я пела на сербском, и на сербском языке есть немножечко такой прикол, что даже вот слово сербский, по-сербски это србский, да, то есть много согласных подряд, меньше гласных, и петь на сербском мне сложнее, хотя, казалось бы, на русском, да, достаточно сложно петь, но на сербском языке начинается фальшь просто потому, что фонетически ты не совсем знаешь, как правильнее петь, он такой у них чуть-чуть проговор более заглубленный, немножечко такой, чуть-чуть надо немножечко перестраиваться, и мне еще, я прям с сильным русским акцентом пела, но это в целом не важно, и там были очень смешные ситуации, они то похвалили мой сербский, когда они похвалили его, я сразу забыла весь сербский, ну, короче, я прикреплю все эти файлы. Loše govorim srpski, ali... Živiš u Srbiji? Da, u Beogradu. Sve te razumemo, lepo govoriš. Pričat ćemo na srpskom. Sorry. Pričaš super, te razumemo. Super te Što bi razumem. rekli, pričaj srpski da te ceo Ceo svet svet razume. razume. So I da it's ti... finished. Ništa ti finished, nego šta pevaš? Ja pevam svoju avtorsku pesmu, Dobro. And we've translated it to Serbian like yesterday, so I will try. Na srpskom bi Na to... srpskom. Pusti je. A, Pusti je. Pevam na srpskom Dobro. svoju avtorsku pesmu. Ajde, viš da zna da kaže. To je ruska pesma, ma Dobro, ajde. za sada. a čekaj, na kom ćeš jeziku pevati? Na? Srpskom. Na ruskom može vtoroj vers. Drugi vers. Nećemo vtoroj. Ja Vtoroj hoću, kuplet. ja volim ruski. Dobro. Ali Prvo ajde na ajde srpskom. prvo ti na srpskom, pa na Окей, ruskom, второй pa на русском, да. na Ajde, češkom, pa Второй. turskom. Скажите меня, пожалуйста. Изволи. И для меня было, конечно, полным шоком, что меня пропустили, и я не была готова к тому, что мне дальше придется петь свою музыку, и дальше у меня опять нет этих минусовок, мы нашли, мы ее задавили, там не было никакого бэк-вокала, и у меня было часов там 10, чтобы продолжить участие и перевести следующую песню, и переводить не надо было. То есть никто в Сербии не был против того, что я бы пела на русском, но я заметила в жюри, что этот эпизод еще не вышел, который вот был финальный для меня, я заметила такой момент, что они не воспринимают немножко на слух русский, то есть все-таки перевод на сербский, он был нужен, я считаю, то есть я считаю, что это был правильный ход, все еще. Потому что произошло в первом эпизоде? Они начали кнопки нажимать, красные, когда перестали понимать текст. И они сказали: ты сейчас ошибалась в сербском, ты поешь на каком-то ломаном сербском, потому что, допустим, слово «глубоко» по-сербски — это «дубоко».
да, а я пою глубоко, и они, что ты поешь, да, там, и они потом отжимали свои кнопки и говорили, сори, я не поняла, что это был русский, то есть у них вот этого восприятия нету такого понятного, то есть я все-таки считаю, что это был верный шаг. Но на второй песне, ребят, я до сих пор не могу запомнить, целиком спеть вторую песню. На второй песне редактор выбрал одну из моих песен, я отправила 4, в том числе «Листья пуэра», которую мы записали со Стасом, и я бы ее хотела петь, конечно, но я не настояла. И я не настояла, потому что я привыкла, что если тебе продюсер что-то выбрал, ты не можешь сказать «нет» по опыту с российскими кастингами, но здесь ты можешь сказать «нет». Ты можешь прийти и сказать: извините, давайте все-таки поговорим о замене. Это можно здесь сделать. Я этого не сделала. И я себя за это ругаю, хотя ничего по факту страшного не произошло. У них просто сработал эффект неожиданности, что они меня взяли как кричащую вот эту рок-певицу, им прикольно это было, а я вышла и начала петь мягкую песню, у меня есть песня «Я лучше буду одна», и я немножечко там замешкалась в словах и перешла быстро на русский, и они опять подумали, что я перепутала слова, и, в общем, что-то типа там понажимали кнопки, и мы настолько все вчетвером были в шоке, что произошло, и команда была в шоке, что команда не попросила меня перепеть, а я не попросила их перепеть, и это тоже можно здесь сделать. Здесь можно остановить, сказать: я начну еще раз. Здесь никто тебя не обзывает, никто тебя не ругает. Да, тебя могут там похихикать над тобой, надо мной ржали там над моим сербским вообще. И достаточно, кстати, это вырезали из эфира, но Сека, это одна из жюри, она сказала: я не буду с тобой говорить на английском, говори на сербском. Это вырезали. Я думаю, что ей за это тоже, возможно, прилетело, потому что все-таки канал и программа не с таким настроением, не с таким аттитюдом, это неправильно было. Они поэтому это и вырезали. Но я, конечно, пришла в полный шок от того, что меня пропустили первый раз. И вот когда получила перевод песни, он мне очень понравился, и я говорю, что да, я попробую ее выучить, я выучила. И вот когда я пришла в ангар сниматься, меня очень быстро выпустили петь. Первого своего выступления я ждала, ребят, 10 часов. Я ждала первого круга 10 часов, 6 из которых мы ждали под палящим солнцем возле павильона. Нас не запускали, нас было всего со всех Балкан в первый день 60, может быть, 70 человек, очень мало. Около 6 часов, там было 32 градуса, мы сидели на улице, на лужайке. Сижу на лужайке, блядь, возле собачьего дерьма, гоняю ос, блядь, спасибо, пожалуйста, нахуй. Могла бы покушать, могла бы дома покушать. Богу, я с собой там что-то взяла, но походу придется заказывать какую-то еду. Они сказали, типа, неважно, прошла ты или не прошла, интервью снять все равно нужно. Людей так-то немного, кстати. Людей немного, очень немного, но я даже не знаю, есть ли 100 человек. Шоу 3-й час. Как я сижу на траве. Не, еще нет, еще жду. Сейчас 30 минут сказали, пауза будет. За то, что недостаток раки, видимо. Ну вот такая история с кастингами. Это так работает. Потом нас запустили внутрь, у нас не было еды, у нас было только Пепси везде, потому что Пепси был спонсором шоу, называется IDG Pepsi Show, да. Конечно, это было мучительно, и мне кажется, что первый тур я прошла так легко, потому что я просто уже все переволновалась, я была, кстати, уверена в тексте, я была уверена в песне, а вот во второй песне, конечно, я приехала в ангар, начала повторять песню, и я начала понимать, что я не могу. Все, у меня белый лист, я не могу, я очень была напряжена, потому что в какой-то момент просто белые вот какие-то проплешины в песне, и по факту да ничего страшного, на самом деле, если бы я где-то что-то забыла, но ко мне вот из-за того, что я пела авторскую музыку свою, я переводила ее, немножечко завышенные были ожидания ко мне. Я вышла петь вторую песню, я приехала в ангар, и мне сразу же вот в первую десятку людей из там
20 что-то оставшихся, 30 людей пустили вперед. И я вышла, и я... Все. Мне даже продюсер сказала, что мы, когда это монтировали, ты как будто бы не в себе на этом видео, да, то есть ты нормально поешь, хорошо поешь, но ты не здесь вообще. То есть они как бы меня остановили, сказали: ты же так хорошо пела до этого, ты же так классно себя показывала, что случилось? И я просто сказала: я не знаю, и надо было сказать: давайте другую песню. И они могли это сказать, и я это могла сказать, это никто не запрещал, но мы этого никто не сделал. И вот так сложилось со мной. Но я, конечно, все еще жалею о чем-то, потому что я как и сказала, мне хотелось бы пережить вот этот, знаете, опыт, будучи на телепроекте. Я не знаю, это мой какая-то моя такая вот цель. И из-за того, что в этот раз сезон уже закончился, этих кастингов, они все одновременно начинаются на всех каналах, эти конкурсы, я как будто и такая: время, как же теперь опять ждать, или что делать? А по факту, ничего страшного, ты попала в чужой стране, на чужом языке, со своей музыкой, то есть вы представляете, да? Ты попадаешь в эфир, где вы можете представить, чтобы в каком кастинге тебе позволят спеть свою песню, представить себя, вот полного себя 2 раза, а то и больше. Вот сколько у тебя песен есть, столько бы ты своих и пел. Просто без денег, бесплатно, на YouTube-канале, на TikTok, на ТВ. Вы представляете вообще это? Где это видано? Я переживаю, что я не прошла дальше. Я плачу периодически об этом, потому что я слишком сильно стрессовала, я слишком сильно вовлекалась и переживала, и Олег мне тоже говорил, что: боже, Саш, да по опыту им похер на этот твой минус, они тебе потом нормально сделают. И в принципе он прав был, но для меня вот я не хотела показывать плохой уровень, я хотела хорошо сделать. В Сербии немножечко ко всему нужно играючи относиться, здесь все попроще в плане и общения, и каких-то обязательств, и вот этих вот выступлений, еще чего-то. Не стоило так грузиться из-за этого, это того не стоило, правда. Но в любом случае я стараюсь себя мотивировать как раз тем, что, в Сербии не популярен рок так настолько, на Балканах нормально, а вот в Сербии конкретно не очень. И то, что меня оценили в другой стране, меня оценили как интересного персонажа, как все-таки рок-музыканта, да, как что-то необычное, может быть, может быть, с элементом фриковости чуть-чуть для проекта, но тем не менее, для меня это очень ценно, мне того более хотелось попасть туда до конца, пройти, может быть, хотя бы вот еще чуть-чуть дальше пройти. Кто знает, может быть, меня бы слил потом редактор, сказав, что, слушай, все-таки, да, формат, мы не знаем, потому что очень многих ребят, которых набрали дальше, их потом слили вот уже в конце, да, вот, мы не знаем. И там же еще что было самое обидное, что все, дальше тебе уже дают песни, то есть ты должен пережить вот эти вот 2-3 этапа, где ты поешь одно и то же свое, вот это вот, и получается, что, да, 2 песни ты поешь, и дальше тебе уже дают песни, и вы там вместе решаете, это уже не так стрессово. И я вот, получается, этот этап не пережила, и я такая: но я смотрю, в целом ребята ходят на эти шоу годами, там 2-3 раза ходят, не сразу там, естественно, всех берут. И мне тоже редакторы говорят: не переживай, типа, попробуй в следующем году, тем более мы уже все перезнакомились, мы уже все друг друга знаем, мы знаем ребят с продакшена. Ребята с продакшена вообще все такие заценили рок, они говорят: это так прикольно. Я не ожидала, правда, что меня так примут, честно. Я вижу, что люди в ТикТоке, да, они на меня хейтят, конечно, что я ору, блогеры местные, реакторы тоже про меня снимают, что я какая-то невменько, но мне все равно. У меня песня в ТикТоке играет, и мне нормально. То есть я, с одной стороны, очень рада, с другой стороны, я пиздец как расстроена. То есть, и вот эта качеля, на которой я качаюсь все эти дни, она не проходит. Мне кажется, мне нужны таблетки.
Но я, просто так переживаю. Ну, то есть, типа, вот это моя сущность, это моя сущность, моя личность, я очень чувствительно переживаю вот эти вот эмоциональные всплески, и я понимаю, что это то, что и мой плюс, и мой минус, то есть моя эмоциональность такая, как внутри, такая гиперчувствительность, она помогает мне в чем-то, да, при этом она помогает мне быть эмпатичной, она помогает мне быть хорошим преподавателем вокала, она помогает мне чувствовать людей, она помогает мне, не знаю, быть учителем, да, быть преподавателем и быть хорошим человеком, что бы это ни значило. Но для меня самой вот эта вот чувствительность, она, конечно, меня поедает, и вот эта вот тревожность какая-то излишняя, да, вдруг я могла бы что-то поменять, ну, вот эти наши все нарциссические, да, творческие метания, они, конечно, меня убивают, и я потеряла кучу энергии на этом всем, я не обрела никакой энергии, но я все равно стараюсь делать какой-то из этого контент, я все равно стараюсь работать, продолжать писать музыку, делать блог и так далее, и я не оставляю надежды, что мне бы хотелось попробовать еще. Я не знаю, почему мне хочется пройти кастинг, я не знаю, что это за доказать, что я могу, может быть, я не знаю, может быть, мне хочется, и как раз-таки из-за того, что я такой человек, знаете, вот вяло текущий немножечко, быстро сбавляющий темп, из-за чувствительности, а мне хочется, чтобы меня поддержали, то есть я хочу на проект пойти, потому что там будет какая-то перманентная вот эта поддержка медийная, какая-то вот артистическая, ты можешь проявиться как артист, то есть мне вот не хватает вот этой вот не совсем пробивной человек, знаете, вот по своему огню такому, я достаточно мягкий человек, хотя может казаться, что я вот это, но я мягкая, очень, очень мягкая. Мне не хватает вот этой, знаете, уверенности в себе, мне не хватает вот этого, сейчас я тут всех раскидаю, типа, мне очень много загонов, потому что я миллениал. Но, в общем, да, опыт все равно очень интересный, опыт очень разный. Правда, вот мое негативное ощущение от кастингов в России, я ничего не говорю плохого про Россию, я имею в виду, что у меня тяжелый был опыт с кастингами в России, и я его перетащила в Сербию, а тут опыт-то позитивный по факту. Никто тебя не осуждает, никто тебя не хейтит, никто не обзывает, никто не говорит, что ты какая-то странная. Но я вот имею в виду вот в самом контексте команды, программы. Наоборот, все очень классно, все тебя любят. Ребята на кастинге, мы до сих пор общаемся, даже с теми, кто прошел, не прошел, никакой нет, все поддерживают, все очень сожалеют, они пишут мне: боже, Саша, как жаль, но ничего, мы просто продолжай, типа, все будет хорошо. И они искренне это говорят, то есть они говорят: блин, как жаль, правда, это было бы так интересно. Но да, жизнь бывает несправедлива. Или мы тупим жестко. Так что да, но я очень рада, что мне удалось рок-музыку немножечко, причем свою рок-музыку, чуть-чуть в Сербии показать, и сейчас я хочу попробовать поработать над вот этой узнаваемостью здесь. Это классно, мне кажется, это прикольно. Что вы думаете на этот счет, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете, я все ссылочки оставлю и на обучение, и на так, чтобы посмотреть проект. Удачи вам, встретимся в следующих видео, пока-пока!